Всем доброго времени суток. Один мой хороший знакомый попросил собрать ему компьютер для игр, так как его комп был уже совсем старый. Мы с ними договорились, что буду заказывать комплектующие, когда он будет приносить деньги, так как сразу всей суммы не было на руках. Вот все и собрал. Комплектующие, которые участвуют в сборке, есть и на AliExpress. Ссылки на них найдете в описании. Железо достойное и цены вкусные. С Алиэкспресса я заказал материнку, охлаждение, процессор, оперативку и в принципе все. Остальное докупил по месту, на вторичке. Корпус от фирмы Thermaltake Versa N21 Snow, в белом цвете соответственно. Он брутальный и довольно немаленький, красивый однозначно. С ним в комплекте шел вентилятор на 120 мм, четырехцветный, был установлен спереди внизу за затемненной приставкой и фирменный на задней панели, также на 120 мм. Корпус был не новый, но состояние у него было довольно неплохое, я бы даже сказал хорошее. Оргстекло, что на боковой крышке, было только чуть потерто и все. Блок питания купил от фирмы Thermaltake Smart RGB 500 на 500 Вт, и это просто отличный вариант за свои деньги, и кстати он был на гарантии. Все комплектующие начали потихоньку доезжать, а вот искал я карту, наверное, недели 2 или 3, или они чрезмерно дорогие, или их не было и вовсе, и из-за дефицита цена была высока. Кстати о карте, взял я GTX 1060 на 6 ГБ от фирмы Gigabyte Gaming G1 в коробке, обслуженная и проверенная прогоном в стресс-тестах. В общем, в ней 1280 CUDA ядер, частота графического процессора 1620 в режиме OS и в Boost 1847, а в Gaming 1594 и в Boost 1809 МГц. Интерфейс GDDR5, разрядность шины 192 бит, частота памяти, кстати, 8008 МГц. Из выходов 1 DVI версии D, HDMI версии 2.0 1 штука и DisplayPort 3 штуки, все версии 1.4. Материнская плата была заказана с AliExpress, и она от фирмы Asus P8 B75M LX Plus. Сокет, понятное дело, 1155, чипсет тоже понятно, B75. Слот PCI Express X16 будет работать с процессорами Sandy Bridge в 2.0, а с Ivy Bridge в 3.0. Также есть слот PCI Express и два слота PCI Express X1. Также есть слоты USB версии 3.0, их две штуки, видеовыходы. VGA, он же DSAP, DVI версии D и есть один PS2 для клавиатуры или мыши. Процессор серверный, и он же E3-1230V2, это по сути аналог i7-3770 на том же техпроцессе, разве что частоты чуть ниже будут, на МГц 100 наверное. 3,30 ГГц и в Boost 3,70 ГГц. Кэш третьего уровня 8 МБ, техпроцесс 22 нанометра, ядер 4, потоков 8. Максимально может держать температуру в 65,8 градусов, ТДП всего 69 Вт. Коротко о накопителях, и их было две штуки. Это SSD от VD на 240 ГБ и жесткий диск от того же VD, только уже на 1 терабайт. Оперативок в системе было две планки, по 8 ГБ каждая, с частотой в 1600 МГц от фирмы Виньеда. Она только на Али продается, ссылка есть в описании. Сейчас приступлю к тестам, но прежде хочу напомнить про канал в Telegram, где каждый день обновляется лента с свежими новостями из мира компьютеров. Также эти новости обновляются в Instagram-странице и в группе ВК. Всем, кому интересно или нужна помощь по компьютерам, ссылки в описании.
Для начала тест производительности процессора в программе Cinebench R15. Посмотрим, какие будут результаты в ней. И 619 очков, чуть меньше, чем у 3770. Теперь тот же тест, но уже в более новой версии Cinebench R20. Тут уже значение будет выше, не знаю, с чем это связано, но результат в 1337 очков. Давайте начнем с более легкой и оптимизированной игры Warface. Настройки по умолчанию на высоких в разрешении Full HD. Все так и оставил.
так было ясно, и все же каков будет результат было интересно. Минимум 136 кадров один раз, максимум 200 с лишним и среднем 170-180 кадров. Вторая игра, на мой взгляд, самая оптимизированная со своим собственным движком World of Tanks, разрешение Full HD, настройки на максимальных, клиент SD. И результат очень даже хороший, 100 с лишним кадров, с самого начала и до самого конца, минимум 100 кадров, максимум 140, в среднем 110-120 кадров. Ну а теперь легендарная CSGO, с хорошим таким разбросом FPS, разрешение Full HD, настройки на высоких автоматически. И число кадров ниже 100 я не видел, в основном же 170-190 кадров, а иногда и все 200 с лишним. Ну, в принципе, этот результат я и ожидал. Ну и последняя игра, которую я успел протестировать, это Far Cry 5, разрешение Full HD, настройки на высоких, сглаживанием в том числе и размытием. Встроенный бенчмарк показывает максимум 83 кадра, среднем 69 кадров и минимальный в 54 кадра. Играть можно однозначно. Вот такая сборка ушла клиенту, в принципе с ним согласована она и была собрана, как уже говорил в начале. Все ссылки на железо будут в описании. Друзья, выпуски делаю по мере успеваемости с работы, и поэтому они выходят редко, а также думаю на втором канале делать летсплей на игру, пока одну. Если вам будет интересно, то продолжу, как-никак для вас буду стараться, и поэтому мне важно ваше мнение, а также лайки и подписки как на этот канал, так и на лайв канал. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.